Всем привет! Очень много вопросов поступило, как я окрашиваю елочные заготовки и почему краска ложится так ровно. И сегодняшний видеообзор будет посвящен этой теме. Я не знаю, от чего это зависит, возможно от краски. Я использую для елочных заготовок только акриловую краску в разной цветовой гамме. Я предполагаю, что это зависит от метода покраски, и сегодня я покажу вам все этапы окрашивания. Надеюсь, видеообзор будет для вас полезен и интересен. Приятного просмотра. Показывать весь процесс окрашивания я буду на такой верхушке. И покажу еще один способ окрашивания. У меня заказали набор в цвете морозная мята. Нужного цвета краски я не нашла, но зато мне в голову пришла идея. Я попробовала, и мне очень понравился результат. Далее в видео вам все покажу и расскажу. Я взяла заготовку в виде верхушки. Окрашивать я ее буду в серебристый цвет. Для этого буду использовать краску, эмаль универсальную, акриловую, металлик, серебро. Также мне понадобится кисточка и обычная кухонная губка. Я использую вот такую. Разрезаю на несколько частей и использую в таком виде. Также, возможно, понадобится подставка во время просушивания детали. И из инструментов это все. Также понадобится терпение и аккуратность, так как елочную заготовку нужно будет окрасить в несколько слоев. Краску на спонжик я наношу небольшими порциями, другим концом кисточки. Это очень важно, так как если взять много краски, на заготовке начинают появляться пузырьки. Пузырьки будут появляться в любом случае, но так их будет меньше. Если же пузырьки вот эти не убрать, то потом останутся неровности на елочной заготовке. Также хочу вам рассказать про еще один важный момент, он касается слоев краски. На упаковке написано, что краска высыхает после 24 часов. Я не жду 24 часа после первого слоя. Где-то примерно спустя 5 минут после нанесения первого слоя я наношу сразу второй слой краски. И что еще касается метода нанесения краски. Сначала я краску наношу вдавливающими движениями на заготовку, затем на поверхности появляются пузырьки, и тогда с помощью спонжика я их убираю, то есть я давлю на заготовку не сильно, а прохожу легкими движениями. И тогда краска распределяется равномерно. Верхушку условно я разделила на 3 части. Сначала я наношу краску на верхнюю часть, затем на среднюю и на само основание. Первый слой краски нанесла, затем отставляю ее на 5 минут и потом наношу второй слой краски. Точно таким же способом я наношу и другие краски, не только эту металлизированную, а именно акриловые краски, которые я покупаю в художественных магазинах. Далее видео я немного ускорю. Все важные моменты я, конечно, буду озвучивать. И ускорять сильно не буду, чтобы был виден весь процесс окрашивания. И как видно на видео, заготовка уже принимает серебристый оттенок, так как краска начала подсыхать.
Итак, первый слой краски готов. Отставляю пока заготовку в сторону примерно на 5 минут. И пока она будет подсыхать, хочу с вами дальше в видео поделиться и показать, как я получила цвет морозная мята. Способ очень простой и легкий, но цвет на игрушках получился слишком яркий. Мне нужно было, чтобы он был более приглушенным. Например, вот как эта звезда в пудровом цвете. И тогда мне в голову пришла абсолютно простая идея. Я решила покрыть эту яркую краску сверху простой белой акриловой краской. И вот как вы видите на видео, что у меня получилось. Получился очень нежный и мягкий цвет. И он отлично сочетается с пудровыми оттенками. Мятного цвета краску я наносила в один слой, так как краска имеет более насыщенный цвет и плотную структуру, чем металлическая краска. Затем я нанесла с помощью спонжика легкими движениями белую акриловую краску. И вот еще хотела вам показать как пример. Вот такая сосулька была окрашена в яркий насыщенный коралловый цвет, и сверху я прошлась тоже белой краской. Смотрится так, как будто она покрыта снегом. Очень нежно и мило. Помимо того, что верхушку заказали в таком цвете, попросили задекорировать ее лепниной в виде оленя. Олень в белом цвете мне не понравился, как смотрится на верхушке такого цвета, поэтому я решила его тоже покрасить в такой цвет. Окрашивала его с помощью кисточки, брала краски совсем немного. Сначала вот этой мятной краской, а затем прошлась сверху белой и посыпала глиттером серебристого цвета. Лепнина в таком цвете отлично сочетается с верхушкой и смотрится очень гармонично. И теперь давайте вернемся к окрашиванию верхушки в серебряном цвете. Первый слой краски уже за это время подсох, и можно покрывать ее вторым слоем. Второй слой краски на верхушку я наношу точно таким же способом, как и первый слой. Сначала прокрашиваю верхнюю часть, затем среднюю и основание. И самое главное, что краску на спонж нужно добавлять совсем чуть-чуть. Это обязательно. И теперь, когда я нанесла второй слой краски, я даю ей подсохнуть примерно полчаса. Краска на верхушке уже стала более насыщенной, виден немного оттенок серебра. И еще один важный совет: когда наносите краску, просмотрите полностью всю деталь, чтобы не было пузырьков и каких-то шероховатостей, так как легкими движениями при помощи спонжика все это легко можно убрать. Сейчас ближе придвину верхушку, чтобы вам было видно, как должна выглядеть поверхность. Пока верхушка будет сохнуть, я покажу вам, как наношу белую краску поверх другой краски. И здесь нужно соблюсти обязательное условие. Белой краски на спонжик нужно добавить всего лишь пару капель. И затем быстрыми движениями растушевать по поверхности. Сосулька в мятном морозном цвете готова, смотрится очень нежно и мило. Такое чувство, что она усыпана снегом. Думаю, на елке она будет создавать дополнительное новогоднее настроение. Способ очень простой и легкий. Думаю, что не только я так делаю, и очень надеюсь, что он пригодится кому-то еще. Верхушка подсохла, и можно наносить третий слой. Наносить я его буду точно таким же способом, как и первые два. Хочу напомнить еще раз один важный момент. При нанесении краски, когда появляются пузырьки, обязательно их разглаживайте с помощью спонжика. Иначе после высыхания краски останутся неровности и бугорки. Я очень надеюсь, что с помощью этого видео я понятно для вас объяснила, как я окрашиваю елочные заготовки. Далее в видео я покажу уже готовый результат, так как видео уже затянулось. И после нанесения третьего слоя, затем я еще раз прокрашиваю верхушку двумя слоями.
слоями с промежутками по времени в 2 часа. И вот на видео вы видите готовую окрашенную верхушку в 5 слоев серебряным цветом. Пока еще цвет не такой насыщенный, потому что краска еще до конца не просохла. Через сутки пигмент проявится, и она будет более насыщенного серебряного цвета. Я очень надеюсь, что с помощью моего видео у вас будет получаться такая же ровная покраска. А вот эти пупырышки — это уже дефекты от производства самой заготовки. Я очень надеюсь, что ответила на ваши вопросы, и видеообзор был для вас интересным и полезным. У меня к вам еще вопрос. Мне предстоит декорировать этот набор. Будет ли вам интересно посмотреть на процесс декорирования елочных заготовок в различной форме? Буду ждать от вас обратную связь. Если после просмотра видео у вас будут еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!